Так, Андрей, я тебя приветствую. Спасибо большое, что пришел. У меня много очень вопросов про искусственный интеллект, в котором ты точно эксперт. Да, привет, Егор. Спасибо, что позвал. Скажи, давай сразу с такого разогревающего вопроса. Искусственный интеллект для тебя это работа, призвание, или ты действительно веришь во что-то такое великое под этим скрывающееся? Слушай, на самом деле, это интересный вопрос, потому что, ам, искусственный интеллект — это такое там обширное большое понятие, в которое нельзя там вложить какую-то конкретную отрасль, какую-то конкретную область, хотя я всю жизнь занимался компьютерным зрением. И, и это на самом деле выглядит как комбинация, того, что драйвит в том смысле, что в искусственном интеллекте сейчас происходит очень много, изменений, очень много открытий, да, не побоюсь этого слова. Много выходит интересных решений, и это вот такой челлендж, который такой вызов, который бросает мне в целом как ученому, для того, чтобы я там и команда искали какие-то интересные решения для того, чтобы контрибьютить вот этот в этот самый в это самое развитие искусственного интеллекта. То есть на самом деле это такое большое соревнование, наверное, да, между, большими командами, коллективами, корпорациями, в котором, ну, наверное, сейчас задействованы все. То есть каждый человек, начиная от там разметчика и заканчивая, там ведущими учеными, которые публикуют там статьи с гигантскими хиршими цитированиями, они все задействованы вот в этом вот большом соревновании, как там гонка 24 Лиман. То есть он постоянно идет какая-то борьба, постоянно идут какие-то, сравнения, метрики, бенчмарки. Но, в общем, это целый мир, я бы даже сказал. Мир соревнования, ученых и инженеров. А ты когда начинал свою карьеру, когда студентом был, ты думал, что будешь в этом участвовать, или тебе просто было интересно заниматься математикой или там зрением этим компьютерным? Ну, в то время, я так понимаю, зрение компьютерное это еще не тот интеллект искусственный был, как сейчас. Это было что-то другое. Да, тогда это были классические подходы, тогда еще только стали появляться. Это там, там 2008-2010 годы стали как-то появляться более-менее, там понятия нейронных сетей, сверочных нейронных сетей. Стали, собственно, возникать там первые решения на базе, ну, то есть чем мы занимались, да. Я начинал, когда занимался анализом радужных оболочек глаза. То есть, брали как бы классические дискретные преобразования Фурье, считали там признаки по локальным областям, пытались выявлять разные закономерности, особенности, классифицировать радужки. Ну, то есть это был такой классический, пайплайн, который сейчас, наверное, можно считать действительно, вот сейчас точно можно назвать классическим. Вот, когда ты считаешь, какие-то дискретные признаки, пытаешься из этих векторов признаков строить какие-то зависимости, анализировать. Тогда я не думал, что, это вот в какой-то момент будут называть там искусственным интеллектом. Наверно, в то время я там к слову искусственный интеллект относился как к какому-то тезису из там фильмов фантастических, что-то такое, что-то про роботов, наверное, там про какого-нибудь антропоморфного шагающего человека, который там все делает, там "Терминатор", что-то вот, наверно, вот из той области. И тогда я это воспринимал просто как математика, прикладная математика, да. У меня есть специальность называлась прикладная математика. То есть я там изучаю какие-то математические вещи, принципы и пытаюсь их там своего рода, описать на языке программного кода. Ну вот, наверное, так я это воспринимал тогда. Ты сказал про каких-то разметчиков. Кто это разметчики? Можешь рассказать? Ну, сейчас не секрет, очень важный вопрос при обучении больших, нейронных сетей и больших моделей — это данные. И для того, чтобы с этими данными работать, нужно их правильно размечать. Ну, например, если мы возьмем, модели генерации картинок, то нам нужно иметь, пары для обучения. Это картинка и соответствующее этой картинке текстовое описание. То есть это значит, что если мы находим, в интернете какие-то большие объемы изображений, то нам нужно, чтобы люди, сидели и их описывали, да, то есть что находится на изображении, при этом максимально детально. То есть не просто сказать, что там, зеленый луг и, облачка на небе, а нужно прямо описать, что там, что находится, да, где находится, слева, справа, пытаться внести туда все возможные детали в это описание. Потому что чем более подробное описание, тем точнее будут, результаты предсказаний уже при генерации нейронными сетями. Вот, и этот труд, он колоссальный, он объемный, и задач, в разметке,
очень много. То есть если мы говорим там про картинки, это, допустим, описание, другие задачи — это нужно придумать, например, вопросы и ответы к изображению. 3 задача — это то же самое, писать только про видеоролики, может быть, даже транскрибировать речь, которая там возникает, описать звуки, которые там, могут возникать на видеопоследовательности. То есть здесь, очень много работы лежит вот в плоскости данных сейчас. Довольно скучная работа. Если бы я ею занимался, мне было бы, мне кажется, скучно. Ну, отчасти, наверное, она монотонная, да, то есть она как конвейер, да, то есть если вот посмотреть на людей, которые там, размечают данные, это такая конвейерная работа действительно. И, сейчас сервисы разметки, мне кажется, ну, они никогда не были, в забвении, что ли, в каком-то. То есть всегда требовалась задача, нужна была задача разметки. И, как правило, все к этому относились как к такому достаточно тривиальному и нудному труду, но без этого сейчас как бы невозможно представить себе решение, сколь угодно какой-то новой или обширной большой задачи. Поэтому, ну, отчасти, наверное, да, она достаточно рутинная, но при этом не отменяющая ее супер большой важности. А сколько вам пришлось разметить картинок для того, чтобы Кандинский сделать? А вот когда мы делали предыдущую версию, у нас было порядка, нескольких миллиардов пар, да, то есть это изображения, которые мы брали из интернета, которые и давали возможность использовать их в обучении, там, по всяким лицензионным соглашениям. Мы скачивали какие-то данные и отправляли их в разметку. То есть в некоторых ситуациях ну, мы могли обходиться, например, переводом описаний. То есть не обязательно было брать м, а, картинку и писать с нуля. Можно было находить картинку с англоязычным описанием и, собственно, вот это англоязычное описание переводить на русский язык. Ну, собственно, это другой труд, да, это труд не просто разметчиков, а разметчиков со знанием иностранных языков, то есть с квалификацией перевода. Вот, ну и, конечно, как бы с ростом, с течением времени мы никогда не останавливали этот процесс, то есть мы всегда добавляли датасеты, новые картинки, при этом, прекрасно понимая, что ресурс, он не бесконечный. То есть вот на текущий момент, если говорить, например, про тексты, недавно я вот общался как раз вот на конференции в Иннополисе с коллегой, он сказал, что там 90-95% вообще доступных, в принципе, в интернете текстовых данных, они уже переварены, и они уже каким-то образом в обучении нейронных сетей задействованы. То есть мы приходим к некоторому лимиту, к некоторому порогу, и надо думать дальше. Это вот один из челленджей, наверное, на следующие годы, как вообще поступать с данными, которые на исходе. Мне кажется, что если бы я имел доступ к вашим данным, то я бы, наверное, ну, я, условный я, мог бы сделать копию Кандински достаточно быстро. Так ли это? Не только данные решают, потому что для того, чтобы учить большие модели, есть несколько других суперважных факторов. Значит, первый — это, ну, понятно, очевидно, да, это вычислительные ресурсы. И сейчас как бы 2 ключевых поинта — это данные и вычислительные ресурсы, что, в принципе, в большинстве своем позволяет в гонке выходить там на полшага вперед, либо наоборот там отставать, если у тебя их меньше. Ну и следующий важный момент — это научиться обучать, такие модели в распределенном режиме, когда у тебя большой кластер. То есть это абсолютно не то же самое, что там запустить, условно, на Google Colab какую-то задачку, которая там при даже правильно собранном коде, и которая там компилируется, запускается, она будет точно так же хорошо себя вести в условиях, какой-то distributed среды распределенной. И здесь у ребят очень часто возникает куча всяких челленджевых задач, когда там ты сидишь, и у тебя задача условно там на кластере не заводится по каким-то причинам, и логи не помогают, и ребята сидят, ищут, почему там, я не знаю, условно не склеиваются состояние оптимизатора с параллельных нод, почему там в какой-то момент может еще и нода упасть, да, то есть у тебя процесс обучения, он всегда еще зависит от состояния железа, то есть там куча всяких подводных камней, которые заранее невозможно предусмотреть там ни код-ревью, ничем. То есть они вот
Они такие стохастические, как это в мое время говорили, византийские ошибки, которые вот возникают и потом могут в какой-то момент там проявляться, не проявляться, еще что-то. Ну вот. А сколько серверов вы используете для тренировки, для обучения Кандински? Ну, вообще, на самом деле, количество карт это такая достаточно закрытая информация, и про нее нигде не говорят. Ну, я могу так сказать, что это измеряется там тысячами карт, скажем так. То есть это не 10, не 100 карт, это там в порядках тысяч GPU. И каждый GPU — это отдельный сервер или они комбинируются на одном Ну, сервере? есть DGX, которые там представляют из себя 8 связанных карт. И есть дальше специальный механизм InfiniBand, который позволяет связывать по высокоскоростному соединению несколько серверов. Для того, чтобы эти сервера вместе умели там обмениваться информацией, состоянию оптимизатора, градиенты делить и так далее между собой, а потом их склеивать. То есть это такой вот, ну, условно, map-reduce, если говорить там в терминах Big Data, где у тебя там сначала нарезается модель, потом она там склеивается. Да, ну вот примерно таким образом это работает. И да, действительно, там, да, есть единичные узлы, есть там по 8, есть, соответственно, уже большие И это все связи. NVIDIA, да, железо? Да, да. Мгм. И никаких альтернатив, я так понимаю, сейчас пока не существует Ну, на реально. рынке присутствуют на рынке присутствуют решения, например, от Huawei, типа Ascendов, вот. Но, понятно, что любое новое железо — это всегда новые проблемы с драйверами, новые проблемы с процедурой обучения, новые проблемы с совместимостью библиотек, которые используются, там все эти DeepSpeed, Lightning и все остальное. Тут надо, конечно, смотреть везде индивидуально. То есть все решения, которые позволяют обучать модели в распределенном режиме, они понятно, что это практически старт с нуля, да, то есть это нужно иметь соответствующую команду саппорта, которая будет помогать и решать эти проблемы. Проблемы совместимости. Ну, то есть куча вот этих всех факторов, они, конечно, а, не позволяют так вот легко взять и пересесть на какое-то другое железо. Но даже достаточно вспомнить там свое детство, когда там были компьютеры на Intel, и были компьютеры на AMD. И ты вот всегда, когда приходил в магазин, у тебя вот этот вот маркетинг, он еще дополнительно работал. Ты все время приходил такой вот: если я буду покупать компьютер, я куплю там Intel Pentium 4 условно, да, то есть ты не думаешь там ни про какие AMD, и все остальное. Сейчас как-то это более-менее выровнялось, но так или иначе присутствуют проблемы, с которыми на которые не хочется заранее тратить время, и ты понимаешь, что придется на это тратить время. А вы сами этот кластер создавали? Я имею в виду софтверную часть. Или это готовый фреймворк? Слушай, вот здесь деталей не знаю, потому что у нас есть команда, которая вот занимается его обслуживанием, его, собственно, созданием, как с железной, так и с софтовой частью, ну, со стороны. И э, мы с ними вот взаимодействуем, условно, как заказчик и поставщик услуг, вот так вот, наверное, как То есть вы им потребитель, как данные, клиент. эти вот миллиарды картинок, а они вам в ответ натренированную модель. Ну, не совсем. У нас есть UI, да, по которому мы взаимодействуем. То есть пользовательский интерфейс, в который ребята могут заходить, ставить задачи или джабы, как они по-русски так называются, что, собственно, с английского работа, да. Вот. Запускают там скрипты какие-то исследовательские просто в Юпитер ноутбуках. Ну и, собственно, взаимодействуют через UI с системой. Если вдруг возникают какие-то проблемы, то там саппорт, пишешь обращение, ребята реагируют, отвечают, помогают, там вдруг какой-нибудь образ конфликтует, там какие-нибудь зависимости не те стоят, там нужно какой-то кастомный образ собрать. Ну, то есть ребята в саппорте, они помогают именно вот в каких-то таких ам, проблемных моментах постоянно. А как это в OpenAI организовано, как ты думаешь? И какое количество там этих карт, какой там размер по сравнению с вами? Насколько они, я так понимаю, крупнее? Слушай, ну я думаю, что там в десятки раз, я думаю, превышают количество, если не больше. Ну, то есть сейчас же речь уже идет о том, чтобы строить какие-то атомные мини-реакторы для того, чтобы энергетически поддерживать всю эту инфраструктуру. То есть какое-то время были новости про то, что хотят там подводные строить какие-то кластера, потому что водяное охлаждение естественное, всегда как бы нет проблем с охлаждением. Потом, значит, стали говорить про необходимость мини-ядерных атомных электростанций. Ну и, конечно, это говорит о том, что
Вычислительные ресурсы настолько растут, что их энергетической системе просто невозможно поддерживать в текущих ее возможностях. Но я думаю, что процесс наращивания вычислительных мощностей, он вообще не останавливается. То есть они постоянно туда доливают новые карты. Вот, и я думаю, там уже измеряется там сотнями тысяч, если не больше, да, в каких-то командах. Поэтому, м, не удивлюсь, что как бы это, ну, понятно, что это дает возможность очень быстро проводить параллельные эксперименты, очень много, ставить альтернативных каких-то версий. По данным, конечно же, у них тоже гораздо больше источников для того, чтобы эти данные собирать, да. Это и гейм-индустрия, которая супер развита за рубежом. Это и, различные стоковые сервисы, которые предоставляют, доступ к своим данным для там исследовательских, коммерческих целей. То есть всего этого, конечно, очень много, да, таких источников, да, и таких ресурсов. Вот, поэтому я думаю, что вкупе это кратно больше, чем то, что есть у нас. А при чём здесь гейм-индустрия? Я не понял, как она помогает? Что мы от нее Но получаем вот такого но вот, ценного? знаешь, вот я смотрю на гейм-индустрию как на, большой такой сегмент данных синтезированных, которые, во-первых, в современном мире суперреалистично выглядят, да. То есть если посмотреть на гейм-индустрию, игры, они очень близки к реальности, вот визуально, по картинке. Во-вторых, это означает, что ты, синтезировав в каком-нибудь Unreal Engine красивую 3D-сцену, ты можешь сгенерировать кучу по ней разных пролетов, проездов, проходов, с разными положениями камеры, с разными условиями освещения, с разными погодными условиями. То есть у тебя, по сути, это некоторая, копия какой-то локальной окрестности мира, в которой ты можешь полностью управлять всем процессом. И все управление вот этим процессом, оно, а достаточно обусловлено на там физический движок, какой бы он там ни был, да, то есть какую-то абстракцию физических явлений, какие-то, там аппроксимацию движения, физических явлений, всего, что только можно. И, конечно, это большой приток дополнительных видеоданных, потому что вот там на днях показали видеоролик, как будто бы слитый в сеть Sora версия 2, может быть, ты видел. Мгм. Вот там показали такую вот снятую экранку, как будто бы как вот в наше детство Камрип, где, снято сгенерирована, сцена с викингами. И вот она выглядит так, как вот если бы мне не говорили, что это ссора, я вот на это смотрю и думаю: "Ну, неплохой трейлер к какой-то игре, который прям вот красиво, качественно нарисован". То есть вот когда ты доливаешь таких данных, у тебя вот этот реализм, к которому ты привык в естественной среде, в естественной жизни, он немного деформируется и превращается вот все-таки в такой вот игровой вид. То есть ты смотришь, это вроде бы выглядит реалистично, но ты в определенный момент все равно понимаешь, что это, ну, генерация картинки какого-то видеоряда из там грядущей игры, да, то есть у тебя уже все равно есть некоторое дифференцирование между реальностью, реальным фильмом, где ты будешь смотреть, и роликом, который все-таки сгенерирован на каком-то движке. Мне кажется, что доливка таких данных, она как раз делает некоторое смещение вот в генерациях, и оно будет проявляться вот визуальных, собственно, сценах. Визуально это можно будет заметить. Поэтому мне кажется, что доступ от гейм-индустрии к командам, которые умеют очень быстро генерировать разные сцены, на которых можно там не только сами пролеты собирать, но и, в принципе, получать какую-то информацию о физике, да, физический фидбэк от мира. То есть добавил там дождь, добавил какой-нибудь там, проезд машины, врезалась там машина в дерево, еще что-то. То есть любые явления можно шимулировать, и, на на этих действиях создавать какие-то новые сцены, на них учиться. Получается, у них, больше данных, у них больше возможностей генерировать синтетические данные, и у них больше карт, на которых можно обучать модель. Но тем не менее, мы имеем Кандинский, и мы считаем, что у нас есть какой-то интеллектуальный продукт. Что тогда у нас в этом Кандинске есть того, чего нет у, например, OpenAI? Ну, во-первых, это свои подходы к построению архитектур. Да, то есть вот в основе любого решения лежит некоторая модель, некоторое архитектурное решение, в которое ты пытаешься вложить кучу своих знаний и идей, которые могут возникать по ходу ее развития, да.
То есть ты можешь придумать какие-то механизмы оптимизации, можно придумать какие-то специальные механизмы внимания, которые позволяют там лучше или более точно работать с там, временной последовательностью, лучше склеивать, там, понимать структуру темпоральной зависимости кадров, временной связанности. Можно придумать какие-то специфические комбинации в архитектуре. Ну, вот у нас, например, когда была модель Кандинский Лева-1, мы там взяли и придумали специальную штуку, которая делала там image prior, это называется. Это то, что давало возможность дополнительно усилить визуальный контекст для того, чтобы картинка лучше генерировалась. То есть мы давали какую-то дополнительную такую априорную информацию о сцене, которую ты хочешь создать. То есть, в принципе, архитектурные решения, они направлены, на то, чтобы быстрее обучать архитектуры, ввиду того, что данных-то вычислительных, они так быстро кратно не растут. Это, а, разные механизмы улучшения качества, да, когда ты можешь, добавлять какие-то архитектурные изменения, которые могут позволить тебе, работать с данными в более высоком разрешении, но при этом не сильно теряя в производительности. Ну и в целом, наверное, всегда интересно и челленджево, да, смотреть на задачу, когда у тебя есть ограниченный объем ресурсов, и ты вот в рамках этого ограниченного объема должен сделать что-то, что близко, допустим, к тому, что сейчас уже есть в индустрии, да, и м, а, в текущем current state of art, да. И, конечно, это всегда интересно. Интересно искать умные решения, а не просто там доливая данные, доливая ресурсы, чтобы там выбить лучшие метрики, скажем так. То есть ребят драйвит именно такой вот интеллектуальный подход к труду. Я не отрицаю, что там за рубежом, конечно же, тоже сидят не болваны, которые там просто сидят и данные перебирают. Они точно наверняка проводят там сотни экспериментов для того, чтобы выявить там лучшие подходы к архитектуре, там лучшие какие-то механики обучения и так далее. То есть здесь как бы весь мир двигается вот так вот постепенно, поступательно, но самые большие продвижения возникают именно за счет вот, доливки ресурсов и данных. То есть сдвиги большие, они происходят именно в этот момент. Все остальное — это интеллектуальный труд. Я думаю, здесь мы, плюс-минус как бы все в одной плоскости, изменений и архитектурных каких-то исследований двигаемся. А откуда ты знаешь, что в одной? Ты знаешь, что делает OpenAI, они публикуют свои результаты, вы публикуете свои результаты. Это все открытая информация или каждый делает свое и прячет от других? Слушай, ну, по-разному, зависит от компании. То есть, сейчас так стало принято, что большие компании, бигтехи, да, они стали выпускать так называемые техрепорты. То есть вот если ты зайдешь, посмотришь там про GPT-4, про Сору, там, ByteDance выпускает про Qwen, ну, вот там еще как-то более-менее, там побольше деталей, да, вот в китайских работах. Ну, то есть все стараются вроде бы и рассказать, и в то же время никакой большой конкретики-то не дать. Ну вот, была такая там и есть, по-моему, еще компания Stability AI, и вот они достаточно подробно там описывали в своих, работах, как они там делали Stable Diffusion 3, рассказывают там про архитектуру, как она учится, какие там объемы данных. То есть в целом у них вот наоборот такой подход к открытости. И это позволяет очень быстро комьюнити подхватывать эту информацию и делать из этого кучу всяких решений. То есть, если посмотреть сейчас там на Stable Diffusion, например, тот же, да, то есть у них очень много всяких форков, всяких доработок, всяких файн-тюнов вокруг Stable Diffusion. То есть вот открытая среда, она, конечно, позволяет очень большой контрибьют давать вот в развитии отрасли и в развитии, как бы применимости модели. То есть как только ты отдаешь это вовне, тут сразу найдутся люди, которые хотят это оптимизировать, да, чтобы было больше возможностей у людей попробовать это на локальных своих машинах. Потому что понятно, что там доступ к кластерам имеют там единичные какие-то компании и, соответственно, сотрудники. Вот. Но там для того, чтобы условно на Google Коллабе завести ту или иную модель, здесь нужно там постараться, там, сконвертировать, может быть, там. А Да. вы-то публикуете такие репорты? Более того, мы, стараемся делать из наших статей не только техрепорты, мы их и на международные конференции отправляем по разным направлениям. И они успешно принимаются, и мы на них рассказываем, показываем демо, например, наших продуктов. И, конечно же, мы пишем статьи. То есть у нас по всем нашим моделям, которые выходят, есть техрепорты на архиве, которые мы
выкладываем. Ну и, собственно, стараемся сразу же к этим техрепортам давать какие-то демки, чтобы можно было этим попользоваться, да, там или в "Телеграме", или где-то на сайте, или там на "Градио" демо-версия какая-то может быть для того, чтобы там на Hugging Face могли пользователи там зайти и, что-то поделать с моделькой. То есть здесь очень много вариантов, как можно запубличить, да, ту деятельность, которую ты делаешь. Вот. А так, в основном, конечно, в тех репортах стараются рассказать какую-то, общую информацию, и далеко не все уходят в детали там обучения, в детали сбора данных, там, в детали фаз обучения, да, как люди учат, там, как параметры подбирают для того, чтобы правильно там научить ту или иную модель. Вот, ну, То есть наверное, получается, да, от что компании зависит, когда да. получается, что когда Facebook говорит, что у него все open source, что он выкладывает модели в открытый доступ, и это его, серьезный contribution в мировую науку, получается, они выкладывают только конечный результат, а не то, как они к нему пришли. Ну, на самом деле, зависит от продуктов. Ну вот, например, там у той же "Меты", да, запрещенной на территории Российской Федерации, у них есть отличный продукт "Llama", да, который они из года в год развивают. В принципе, он достаточно хорошо и подробно описан, да. У него очень много, fine-tune решений, на которых строится куча разработок там в стартапах, да. Любой стартап может, в принципе, его там взять определенную версию, там надо посмотреть, у них там лицензии еще постоянно меняются. Ну вот, но так или иначе очень много продуктов вокруг вот этих open source LLM-ок построено. То есть от компании зависит. Есть компании, ну, типа вот OpenAI, которые там в open source ничего не выкладывают. Вот, и это как бы противоречит, конечно, названию компании, но сам факт, что вот у них совершенно другой подход к разработке. Э, Поэтому, ну, вот мы стараемся по мере возможности, если мы какие-то вещи можем выложить, например, там претрейны модели или, какую-то предыдущую версию модели, которая, не несет в настоящий момент какую-нибудь там конкурентного преимущества никому не дает, то мы стараемся как бы эти версии, конечно, выкладывать, но в технических отчетах описываем, достаточно подробно все, что происходит в ходе обучения. Смотри, ты говоришь, с одной стороны, мы данные уже выбрали из интернета на 95%. С другой стороны, ты говоришь, что данные являются главным контрибьютором в качество. Увеличивая объем данных или увеличивая количество усилий, потраченных на тренировку, мы делаем качественные скачки вперед. Получается некий тупик. Мы уже данные все выбрали, а данные это то, что нам нужно. Что же дальше? Дальше мы приходим к тому, что надо думать над аугментацией, и думать над аугментацией в контексте синтеза. То есть мы должны придумывать способы, сбора и генерации синтетических данных. То есть вот 95% это я говорил про текст. Наверное, по картинкам ситуация чуть лучше, с учетом того, что, например, там мы не ко всем стокам имеем доступ. Далеко не ко всем. Наверное, где-нибудь за рубежом, где доступ к стокам получше, они просто ближе, и там, наверное, использованных данных уже побольше. То есть там тоже, я думаю, под 90% уже где-то собранных. С видео тоже вопрос как бы такой еще спорный, потому что есть куча всяких, сервисов типа там "ТикТока", где куча видеороликов и всего присутствует. Наверное, это тоже уже в большей степени переварено, но тем не менее фильтрация еще нужна. Не все можно использовать. И, конечно, мы приходим к моменту, что нам нужно генерировать данные для того, чтобы можно было их использовать. Ну, например, там, по-моему, даже в, техотчете Stable Diffusion, версии 3 они писали про подход к обучению, где уже говорилось об использовании синтетических данных. То есть, условно, если у тебя есть сильная модель синтеза, качественных картинок, то ты можешь нагенерировать, во-первых, сначала описание, с помощью языковых моделей сильных, потом по этим описаниям нагенерировать картинок, и потом в идеале отправить это на верификацию разметчикам, чтобы разметчики не просто писали, они сначала еще проверили близость промпта, к картинке, а потом уже, если нужно, там перевели, дописали, подкорректировали и так далее. То есть у тебя вроде бы получается синтетическая масса изображений, и к ним появляются уже синтетические описания, по большому счету. И это в чистом виде синтетика.
Дальше ты просто думаешь, как это замешать. То ли это замешать в претрейне вместе с естественными данными, то ли это сделать в претрейне в целом отдельную фазу обучения, когда ты делаешь сначала там на большой массе естественных данных, не раз, ну, размеченных, да, натуральных, потом ты делаешь отдельную фазу обучения на синте, потом ты уже делаешь файн-тюны на суперчистых естественных данных. Ну, то есть вот какие-то вот такие механики комбинации замешивания синты в процесс обучения, она, конечно, уже там присутствует. Но в текстовой области точно уже присутствует. То есть там как бы насинтезировать разных кусков данных, проверить их на фактологию, чтобы там не было галлюцинаций. И в целом, пожалуйста, поставляй как бы в модель, пусть они на этом успешно Получается, учатся. роботы будут обучать роботов в итоге. Ну, в целом, как бы вот эти подходы к self-supervised обучению, когда, ты учишься вот в процессе переваривания данных и можешь даже их как бы в течение в онлайн-режиме, да, дообучаться. Это, такой вот режим самообучения. Это, да, это крутая штука. Но да, в роботизированных средах это очень, а, часто применимый подход, потому что робот, который передвигается в среде, он постоянно может попадать каждый раз, выполняя даже одну и ту же операцию, он все время попадает на нее по-разному, да. То есть нельзя постоянно двигаться по одной и той же траектории. У тя всё время что-то может поменяться. Там, я не знаю, палетка там с какими-нибудь товарами будет лежать там чуть левее, чуть правее, вообще в другом месте или не будет её. Ты все время как бы находишься в среде такого самообучения. Ну, думаю, да, к этому идем. А ты в AGI веришь в его появление? Что появится что-то, что будет просто умнее, чем люди, значительно умнее, и дальше уже не нужны будут никакие разметчики, потому что AGI будет делать все, например, самостоятельно. Да, я в это вполне себе верю. И вот, выходящее обновление, допустим, модели О1, да, которая умеет, рассуждать, да, и умеет делать выводы и исправлять сама себя в ходе вот своих выводов. Даже сейчас, по-моему, на метриках показывают, что она в некоторых отраслях уже превосходит знания человека с областью PhD вот в этой области, да. То есть есть сравнение уже с людьми, которые не просто там специалисты, а уже высококлассные специалисты. То есть мы уже не говорим о том, что она пытается там превзойти а, знания человека на каких-то, в general домене, да, в общих задачах, там, в понимании там каких-то классических, принципов мира и окружающей среды, она уже выходит на уровень специалистов высококлассного уровня в соответствующих отраслях. И это, конечно, очень круто. И я думаю, что это хорошее подспорье в части того, как мы будем в будущем пользоваться новыми инструментами, которые нам дает искусственный интеллект. Потому что искусственный интеллект, ну, в первую очередь, все-таки для меня это инструмент, да, если мы говорим там по всякие помощники там программиста, типа разные копайлоты, разные механизмы, это все, конечно, очень совершенно новый мир инструментов, к которым нужно привыкать, с которым надо учиться взаимодействовать. Я думаю, что Я думаю, что она я думаю, что думает про AGI тебя формально точно уже так же. да, наверняка. Вот, и в целом, наверное, AGI уже в какой-то своей версии уже существует в настоящий момент. Ну вот, просто каждый следующий год он будет давать нам какие-то новые решения и, новые интересные свойства 100 лет этого самого AGI. А что если, давай представим дальше, и мы из этого AGI получим ученого, того самого с PhD, который в итоге сможет самостоятельно ставить research questions, самостоятельно на них находить ответы и, например, начнет заниматься медициной. И в этой медицине начнет находить новые способы лечения болезней, новые способы продления жизни и так далее. Почему бы и нет? Более того, сейчас уже существуют такие решения. Sakana AI, достаточно известная там команда, исследователей, которые первично анализировали, научные статьи и думали на тему того, а как вот там научить модель понимать и научные работы, думать вообще в сторону, развития инженерной, научной мысли, как вот правильно строить эксперимент и так далее. Сейчас у них есть вполне устойчивый пайплайн, про который они там пишут статьи, рассказывают, как они с помощью там современных моделей рассуждения и, методик коммуникации нескольких языковых моделей между собой построили вполне устойчивую, модель написания научной статьи. Начиная от генерации идеи, от, проверки этой идеи на, то, что она действительно обладает новизной, потом генерация нескольких гипотез вокруг этой идеи, потом они вокруг этих гипотез учатся ставить эксперименты. Значит, ряд экспериментов — это некоторый такой, рекурсивный процесс.
И следующая, там, третья фаза после там проверки экспериментов, валидации, идет процесс написания публикаций тоже, в принципе, по классическому шаблону. Типа там introduction, related work, метод, там, значит, эксперименты, выводы. И, в принципе, они уже даже показывали успешность этого процесса. Они даже смоделировали процесс ревьюинга этой статьи. То есть, вроде бы, с одной стороны, у тебя есть генератор, ну, как типа в Ганс-сетях, да. С одной стороны есть генератор, с другой стороны у тебя есть, верификатор, который там классифицирует, это плохая статья или там нет, по там определенным критериям. Ну и, собственно, вот такой вот цикличный процесс. То есть она там, да, они даже в этом процессе замешали возможность типа ответа рецензентам. То есть рецензент тебе выдает оценку, ты, с другой стороны, учитываешь эти замечания, исправляешь статью, даешь вторую версию, ревизию и так далее. То есть, ну вот, как бы, что далеко ходить, мы уже, в принципе, в этой среде находимся. Вопрос, как быстро и динамично она будет дальше развиваться. Да, это интересно. Интересно, если потом эту статью отправить на реальную конференцию, посмотреть, какой будет фидбэк, и еще опубликовать ее потом, и всем рассказать о том, смотрите, ребята, как робот написал, робот отправил, и вы ее приняли. Вы ее приняли, да. Да, это интересно. Ну вот, А может быть, по-моему, дальше, пока, может быть, по появятся крайней такие мере. платформы типа конференций, на которых участвуют только роботы. С одной стороны, роботы пишут, с другой стороны, как ты рассказал, роботы делают ревью. И в итоге будет прямо отдельная конференция, на которой можно участвовать только роботам. И, может быть, эта конференция в итоге станет куда более популярной и интересной, чем наши обычные человеческие конференции. Ну да, вполне. Это может быть похоже, знаешь, как вот есть соревнования "Битва роботов", где люди там собирают роботов, на аренах выставляют, и они там бьются. У кого там чё только нет. Меня это очень всегда забавляли, эти, передачи в детстве, в студенчестве, где они там кто молоток себе приделает, кто там какую-нибудь, пилу циркулярную и так далее. Но, в принципе, это плюс-минус то же самое, но только в интеллектуальной плоскости. Можно собирать команды, которые будут, создавать статьи, будут собираться команды, которые задачей нужно будет завалить эту статью, чтобы ее выявить в ней какие-нибудь, несогласованности, да, то есть у тебя такое Да. борьба двух команд. Это да, это интересно. Но Я не бы на это страшно ли посмотрел. это? Не пугает ли тебя это? В итоге же через 10 лет мы станем не нужны. Не в том смысле, что мы не нужны. Мы-то сможем прикладывать свои усилия, но только это будет ничтожно мало наше влияние на это, потому что роботы будут куда сильнее, на порядок сильнее Слушай, нас. ну Конечно, да. да, ты будешь Мгм, продолжать писать свои статьи, только они будут мгм. мало кому интересны, потому что пока ты пишешь свою одну статью, робот за 10 минут генерирует статью на уровень выше, чем твоя. У тебя просто опустятся руки в итоге. Да нет, я думаю, что мы просто найдем себе новый образ деятельности, да, какие-то новые, ну, откроем новую форму труда, которую мы еще сейчас там даже и не думаем вполне наверняка. Ну вот, ты говоришь, что там роботы начнут там писать статьи. Ну окей, в принципе, в какой-то момент появились же калькуляторы, которые упрощают деятельность человека, да, тебе не нужно сидеть там на листочке и сидеть считать там столбиком умножение, ты можешь на калькуляторе быстро вбить и получить быстрый результат. Это просто новая форма такого интенсивного прогресса, когда, у тебя роботизация выходит на другой уровень, у тебя искусственный интеллект выходит на новый уровень вот этого, assistance, да, он начинает тебе помогать во все более сложных и сложных задачах. Это значит, что у тебя возникает, возможность искать, новые и новые какие-то области для применения своего интеллекта, где еще роботу не под силам решать какие-то задачи. И наверняка там, ценность интеллектуального труда, она от этого только будет возрастать. Ну вот, я думаю, так. Ну, а с программистами, например, есть такое ощущение, что очень скоро большое количество задач будут делать роботы, и это приведет к тому, что программирование станет уделом очень малой группы людей. Программистов будет не 30 миллионов, как сейчас в мире, а полмиллиона. И эти люди будут делать действительно интересные задачи, но их количество будет уменьшаться, уменьшаться, и в итоге они начнут вырождаться, потому что в их число будет попасть сложно, мало кому это будет интересно уже, и в итоге эта профессия может погибнуть как таковая. Да, ну, не думаю. Я думаю, что все таки появление, опять-таки, вот этих ассистентов или инструментов — это как такой экзоскелет для программиста, да. То есть он вот сидит, как бы сначала думает, и рутинные задачи какие-то в том числе решает с течением времени, но с дополнительными мощностями, предоставляемыми всякими ассистентами, он может более сложные, более большие программы писать, да. Он может делать больше экспериментов в части проверки разных гипотез.
может запускать там параллельно какую-то одну разработку, может делать сам что-то руками в параллели, может смотреть много вариантов одного и того же. Ну, например, там, если дизайнер сидит, да, и рисует фронтенд, то он может сразу несколько вариантов нарисовать и посмотреть, как они будут приложены для клиента. То есть с части взаимодействия с клиентом только расширяется спектр того, что может программист или компания, да, IT-компания предоставить потребителю в качестве вариантов решения. Ну, наверное, это создает человек, скажем так, человек, который или программист, любой специалист, который сейчас сможет совместно с инструментом работать, его ценность значительно выше, чем человек, который не умеет с этим работать. Вот я бы так сказал. И если вот сейчас нанимать человека, который, допустим, там даже исследователь, и он там никогда ни разу в жизни не запускал условно чат GPT для того, чтобы какую-то операцию сделать, да, и вообще не владеет этими инструментами, то я бы засомневался, что это вообще за человек, как он вообще может в современном мире жить и ни разу не попробовать себя вот в взаимодействии с ИИ. Да, там не попробовать его в свою жизнь каким-то образом инкорпорировать, там, я не знаю, суммаризацию какую-нибудь сделать, там еще что-то. Ну, какую-то тривиальную хотя бы задачу, но чтобы человек все-таки понимал, что это инструмент, и он с ним имеет хоть какую-то форму взаимодействия, да. Вот, наверное, так. А ты используешь тот же чат GPT при написании научных текстов сейчас? Ну да, да, бывает. Бывает, что я, во-первых, использую его для задач проверки того, что я написал. Да, если я написал там коряво на английском, то не надо привлекать какого-то переводчика, можно попросить его проверить текст, там, поправить какие-то ошибки. Можно попробовать какой-то кусок с русского на английский перевести, если вдруг он у тебя уже есть, да, и там для введения, да для в обзор литературы. Можно попробовать попросить сгенерировать обзор литературы, потому что это обычно такая самая ну, скучная, наверное, часть в написании статьи. Она, естественно, ответственная в том смысле, что нужно правильно подобрать, источники литературы, то есть нужно условно свой какой-то рак применить для того, чтобы дать некоторые ресурсы, да, для, того, чтобы из них сделать описание. Но в остальном, это все таки такая достаточно рутинная часть статьи. То есть я вот, например, там люблю больше концентрироваться на там введении и заключении, как ключевых вещах, которые дают, читателю понимание того, о чем будет идти, статья, да, о чем идет обсуждение. Ну и дальше уже там читать, возможно, там писать методы и там экспериментальную часть. Ну вот там related work — это, скажем, наверное, самый такой нудный вариант. Собрать список литературы, опять-таки его выровнять, проверить. Возможно, предложить какие-то там варианты выводов и заключений, как их переформулировать. Вот, наверное, в таких вещах. Для презентации, да, для презентации я периодически генерирую, картинки, А, там в Кандинском, в да, Кандинском, чтобы, да. да, чтобы там какой-нибудь фон красиво наложить. Или, например, если мне нужно какую-нибудь абстракцию описать, то я не бегу в Google искать, да, мне проще эту же абстракцию заложить там в Кандинского, который там сгенерирует мне нужную картинку. Я ее как бы отлично вставлю. Примерно Ты так. упомянул технологию RAG. Ты мог бы в двух словах рассказать, что это, как работает? Популярный термин, но не все Да, знают, мне кажется. если расшифровать это Retrieval Augmented Generation, это означает, что мы, смешиваем, по сути, среду поиска с средой, генеративной. То есть обычно, если мы просим, модель что-то сгенерировать, она может нам насоздавать кучу галлюцинаций. То есть она может придумать там несуществующие факты, может придумать нам несуществующие источники, даже сослаться на них. Но когда мы даем дополнительный приток от, поискового движка по какому-то набору терминов, да, например, там мы хотим, чтобы у нас, были статьи про, допустим, алгоритмы, детекции каких-нибудь объектов на изображениях. Мы можем попросить и, по сути, дать некоторую выжимку из поискового движка, выжимку статей или выжимку каких-то ресурсов, которые бы использовались моделью как контекст, как источник для того, чтобы с ним можно было работать. То есть получается, что мы вроде бы и генерируем текст, но генерируем его не просто из внутренних знаний модели, а даем ей некоторое интро в виде дополнительной информации, на которую нужно опираться. Как вот в библиотеку ты приходишь, там искать, писать реферат, да, ты вот пришел сначала, подошел к полкам, взял там 3 книжки,
которые тебе нужны, там, я не знаю, по матанализу, там, еще почему-нибудь. Ты вот их положил, ты открыл нужные главы, и ты сидишь и пишешь реферат, опираясь вот на те главы, которые ты себе открыл в этих 3 книжках. То есть ты больше уже не придумываешь ничего. Ты оперируешь той информацией, которая вот у тебя в таком узеньком скопе находится сейчас перед глазами, с которой ты сейчас работаешь. То есть это такое вот сужение и в то же время дополнение фактологии, тех ответов, которые тебе выдает модель. Ну и плюс это удобно делать, когда у тебя есть какие-то внутренние базы данных, которые ты не хочешь добавлять в обучение, но ты хочешь их использовать для того, чтобы давать ответы, там, я не знаю, по каким-нибудь, по внутренней документации в компании, да, какие-нибудь там юридические отчеты, финансовые отчеты, еще что-то, которые ты явно не отправишь на дообучение никуда вовне. Вот, и ты можешь использовать эти данные как раз для того, чтобы дать такой вот внутренний датасет модели для того, чтобы она им оперировала. То есть технически это выглядит как просто расширение промпта до больших размеров через добавление туда вводных данных. Ну, по большому счету, да. Правильно я Если грубо, понимаю, то да? да. Если грубо, Мгм. то да. И я знаю, что сейчас у некоторых моделей размер промпта очень большой. Например, у Gemini, у Google там 1 000 000 токенов, если я не Да. ошибаюсь. Да, 1 000 000 И, токенов. и дальше, я так понимаю, существует еще проблема, собственно, скорости инференса, с которой борются, я так слышал, аппаратными средствами в том числе. Технологии Grok, по-моему, называется одно из решений. Вы Мгм. как-то в эту сторону думаете, работаете? Это важно как-то? Да, конечно, потому что, для пользователя, чем больше пользователей, тем больше запросов в инференс, и, конечно, здесь нужно сокращать стоимость. И здесь много разных механизмов используют. Там и sparse attention, flash attention, разные механики именно обработки контекста. Есть, разные, кстати, интересные решения, типа, Recurrent Memory Transformer, RMT, который позволяет работать с длинным контекстом, добавляя дополнительные специальные токены памяти, которые вот этот контекст немножко суммаризируют в определенный момент. Ну и, конечно, контекст супер важен для задач, когда мы уходим от текста, уходим в мультимодальную среду, когда у нас на вход может приходить не просто текст, да, то есть если 1 000 000 токенов, это, ну, в среднем токен — это 4-5 символов. В английском, в русском языке там плюс-минус так. То есть получается, что это всего лишь, ну, не всего лишь, но это 5 000 000, 5 миллионов символов. 5 мегабайт. А, да, вот, соответственно, если мы хотим, работать с картинками, да, то каждая картинка при токенизации и добавлении вот в эту мультимодальную среду, она в среднем занимает там от 500 до 1000 токенов. Да, Мгм. это просто картинка. Если мы хотим еще с этой картинкой работать, в режиме нарезки, если она, например, HD, да, в высоком разрешении, там документ, мы хотим его полностью затащить, то нам нужно Мгм. эту картинку еще и нарезать предварительно фрагмент. То есть нарезал на 8 кусочков, вот у тебя там было, там, условно, 1000 токенов, стало уже сразу 8000 токенов с одной картинки. Потом мы просто берем и добавляем, видеопоследовательность из кадров, и у нас получается, что уже 8000 токенов и, например, 1000 кадров — это уже 8 000 000 токенов. То есть это уже как бы предел, наверное, того, что сейчас, как бы может возникать. Вот. И, конечно, это очень, ресурсоемкие задачи и очень большой вызов, как работать вот с длинным контекстом, как его удлинять или как работать с данными в условиях ограниченного контекста. То есть нужно придумывать интересные решения в части сокращение этого самого контекста, сокращение визуального контекста, например, если вот как раз про модальности мы говорим про другие. То есть здесь, много вызовов еще стоит впереди, но действительно все они ведут к тому, что нам нужно, научиться быстро управлять, в принципе, процессом инференса, и, нам нужно научиться работать, с новыми типами данных, которые в этот контекст должны каким-то образом, ну, впихиваться, назовем это так. Вот, если говорить об этих вызовах или, можно сказать, research question'ах, да, как ученые говорят, я так понимаю, что, будучи самостоятельным исследователем, сидя где-то дома, перед лаптопом, видимо, на эти вопросы ответы не найти. Нужно быть в большой команде, которая имеет доступ к большим вычислительным ресурсам. Правильно я понимаю? И да, и нет. Я про наших слушателей Да. сейчас думаю. Сидит где-то человек, где-то где-нибудь далеко дома и хотел бы участвовать в том, о чем мы говорим. Ну, Мгм. может ли он? Получится ли? Слушай, я думаю, да, потому что не все решения ам, требуют больших вычислительных ресурсов, да. Если мы говорим, например, про данные, можно подумать и придумать какое-то интересное решение в части синтеза,
да, в части интересного применения существующих моделей для того, чтобы обогатить, датасеты обучающие. Если мы говорим про ускорение, задача оптимизации процесса обучения, процесса, инференса, их в целом можно, ну, как бы вести даже на бумажке, да. То есть можно сидеть и как бы, думать на тему того, как можно эффективно там перемножать матрицы, как можно попытаться попробовать там разложить матрицы как-то каким-то способом, чтобы это тоже позволило, снизить, скорость обучения. Ну, вот там лора-адаптеры, которые появились, да, это же там разложение матрицы эффективное. Вот. А, Можно думать на тему того, как в целом какие могут быть еще подходы к архитектурам для того, чтобы решать те или иные задачи. Вот, например, там очень много сейчас говорят там про модели мира, про видео, про синтез видеороликов. И недавно была работа, например, где ребята попробовали смоделировать на плоскости несколько законов там столкновения твердых тел, да, там закон инерции и так далее. Вот. И на основе вот этих данных попробовали построить эксперимент, а м, можно ли генерировать такие явления, опираясь только на вот картинки, полученные в симуляторе с плоскости. То есть не обязательно уходить в какие-то фантастические там гигантские генерации там на огромных объемах. Можно пробовать делать это на более простых примерах, проверяя какие-то закономерности. И на более простых случаях, что ли, или постановках. То есть не обязательно генерировать суперсложные какие-то красивые большие сцены. Можно пробовать это делать в таких симуляционных а, простых сценах. И на самом деле, почти к каждой задаче можно так подойти. То есть любое как бы умное решение, оно не сразу, э, оно при скалировании, при масштабировании, конечно, требует ресурсов. Но если ты хочешь проверять гипотезу, то это можно делать в целом на общедоступных компьютерах. Теперь тогда вопрос следующий. А если он все-таки хочет в команду? И я так понимаю, что команд таких, которые имеют доступ к таким большим ресурсам, все-таки в стране немного. Ты сам сказал, наверное, их даже в мире немного. И ваша команда, видимо, одной из таких, одна из лучших команд в этой области. Вопрос, как к вам попасть? Что для этого нужно сделать? Кем быть? Какой у вас процесс приема? На самом деле мы очень плотно работаем со студентами в вузах, это первое. Второе, у нас, периодически возникают стажировки, на которые можно прийти. Третье, мы, периодически вывешиваем вакансии, когда, объявляются какие-то наборы, есть возможность попасть в команду. Не сказать, что это все там супер объемно, но самый хороший способ, и даже я, знаешь, я даже провожу параллель, как было там в моё студенчество. Я начинал работать там на третьем курсе, просто помогая на кафедре вот решать разные задачки интересные, связанные м, э, с компьютерным зрением, там, с радужной оболочкой глаза, да. То есть у меня не было задачи, м, типа, сразу заработать на этом денег. У меня была задача перенять опыт, потому что, на самом деле это куда важнее. Найти вот эту экспертизу и получить, перенять эту экспертизу от ребят, которые реально сидят и делают вот, эти вещи руками, да, и имеют большой опыт. Поэтому здесь, надо не стесняться. Я там на всех своих выступлениях говорю: "Ребят, если там хочется, если есть инициатива, приходите". То есть мы берем там дипломников, стажеров, практикантов. У нас летом на практике там в офисе места свободного нет, ребята ходят толпами, сидят, делают разные ресерч-задачки. И более того, я могу сказать, что, достаточно часто эти студенты, еще будучи там студентами третьего, четвертого курса, уже могут стать первыми авторами на там публикуемых статьях на Quora конференциях. То есть это не то, что ты пришел, там поработал и ушел, это ты пришел, сделал дело на своей мотивации, на интересе и получил результат, с которым реально можно поехать спокойно на звездную конференцию. А сейчас там, попадая в любую команду, если ты приходишь с, статьей Star в журнале Q1, то есть в рецензированном, в хорошем, в качественном, ты, безусловно, как бы фаворит по сравнению с ребятами, у которых такого нет, да. И, конечно же, имея такой результат, ты подтверждаешь свою квалификацию, что ты там поработал с ребятами, кто точно знаешь, что делать. Ты подтвердил эту квалификацию хорошей публикации. То есть у тебя очень много,
дополнительных возможностей в research-среде возникает именно вот от такого взаимодействия. Хотя формально ты это мог сделать там за лето, потому что 3 месяца упорного труда, там за лето можно абсолютно спокойно написать хорошую публикацию. Ты говоришь, что со статьей он имеет преимущество. Это, видимо, только в исследовательских группах. Если он придет с этой статьей на A-Star конференции, например, условно команду, которая занимается разработкой и созданием приложения для доставки пиццы, я не уверен, что у него будет какие-то преимущества по сравнению с программистом, который, пока этот писал статью, этот программист изучал практические задачи в каком-то конкретном языке программирования, во фреймворке и умеет Мгм. это хорошо применять. Ну, конечно, да, да, конечно, это все применимо к той отрасли, в которой ты хочешь как бы развиваться и в которой у тебя есть мотивация развиваться дальше. Как бы, да, для там работы в каком-то там стартапе, делающем приложение для, пиццерии, наверное, это не важно. А если ты хочешь, оставить условно, в хорошем смысле след в науке, да, и какой-то вот зарядить, research trace от себя в ходе своей дальнейшей работы, то это хороший, это очень крутой старт. Потому что очень много там в современном мире даже аспирантов, они далеко большая часть не имеет таких результатов, не имеет там публикаций уровня стар. Ну, к сожалению. Плюс это все очень сильно зависит от области, да, безусловно. То есть я сейчас говорю про, такую инженерию, но в достаточно хайповых направлениях, ну, все таки да, искусственный интеллект, там, компьютерное зрение, NLP, 3D. Вот. Есть отрасли, где публикаций не так не так просто получить. Да, например, в материаловедении. Чтобы сделать публикацию, тебе там нужно кучу экспериментов, тебе это нужно еще физически в среду наверняка, да, там реализовать как-то этот материал, получить, показать, что он теоретически подтвердил свои какие-то там особенности, да, свои характеристики. Он в физическом мире синтезированный тоже может обладать теми же самыми характеристиками. Стоимость экспериментов везде разная. То есть если сейчас там мы можем делать все-таки статьи, не опираясь на там, тысячи ГПУ, мы можем делать там статью, имея там, допустим, какие-то там 32, там 64 карточки. Этого более чем достаточно, чтобы там 16 даже карт достаточно, чтобы какие-то эксперименты сделать. Некоторые статьи, например, у меня ребята в коллективе выпускают, там у них одна-две карточки, они на них ставят эксперименты, этого достаточно. То есть всё очень сильно зависит от задачи, безусловно, и от направления. Но тем не менее, если ты, видишь тебя в дальнейшем, в наукоемких задачах, в R&D, назовем это так, прям, да, в общем контексте, то иметь публикацию — это очень хороший поинт. А ты когда шел в науку, такой личный вопрос теперь, наверняка ты сравнивал свои результаты текущие, финансовые в том числе, с коллегами, которые не в науку пошли, а в конкретное программирование, в прикладное. И я так предполагаю, что в те годы, когда это происходило, ты, видимо, проигрывал по цифрам. Ну, я так это моя догадка. Если это так, то не было ли у тебя ощущения, что ты чем-то не тем занимаешься, и ты тратишь время на что-то, в то время как другие занимаются чем-то более полезным и финансово результативным? Не было соблазна бросить все и пойти в программисты просто? Слушай, на самом деле у меня был обратный ход. То есть я начинал работать в IT-компании и занимался айтишными задачами. Я, работал на .NET, писал ASP.NET-приложения. Вот. И это года 2-3, наверное, было. То есть я вот на этом достаточно плотно сидел. Мне это нравилось, было интересно, но в какой-то момент я понял, что так или иначе работа более-менее рутинной становится. То есть сделать что-то свое и что-то туда вписать особо большой возможности нет. Ты сидишь, у тебя есть фреймворк, ты в рамках этого фреймворка оперируешь там 2, 3, 4, там 5, 10 какими-то операциями, блоками, и ты начинаешь уже уходить в какое-то такое, знаешь, структурное, что ли, программирование. То есть ты в целом там, приложение понятное, там приложение с коммерческим подтекстом, биллинговые разные штуки. Ты сидишь, как бы, ну, делаешь для этого там фронт, бэк, вот ты собираешь приложение. И вот в тот момент мне показалось, что хочется попробовать что-то такое, где есть больше пространства для деятельности, для мысли, для э, собственных каких-то м, экспериментов. И я тогда вот как раз стал пробовать заниматься наукой. И я не помню, была ли тогда какая-то большая разница именно финансово,
Но то, что я точно помню, что в ВУЗе были всегда дополнительно, стипендии, выплаты за статьи, были повышенные стипендии. Можно было получать дополнительные там стипендии от Министерства образования, от, там президентских фондов, президентского фонда, от разных грантовых, фондов. И в целом не сказать, что я прям чувствовал какую-то разницу. Наверное, это просто был, знаешь, не один единственный источник, да, то есть ты не просто приходишь на работу, получаешь из одного источника там, деньги и как бы и получил зарплату там, условно, там 5-20 и как бы ушел. В ВУЗе, наверное, ты там подключаешься там к разным грантам. Ты где-то здесь там что то помог сделать, тут помог сделать. У тебя из нескольких источников приходило, но интегрально, я думаю, плюс-минус то на то и выходило. То есть у меня не было ни разу вообще за всю историю, чтобы я, ну, типа, про себя там как-то думал, что я, где-то вот на уровне зарплаты нахожусь ниже, чем там коллеги. Возможно, потому что это было в регионе. Может быть, я не исключаю, потому что я большую часть времени учился, там, работал в Самаре. И только вот там с 21 года я, формально перебрался в Москву частично. Вот. И, наверное, если бы я развивался в Москве, то да, потому что здесь, конечно же, были компании, которые там, не присутствовали в регионах, типа какой-нибудь там Deutsche Bank, что-то такое, что действительно отличалось от, российских софтовых компаний на тот момент. Ну вот, наверное, с Москвой, да, можно было бы поравняться. Ну, наверное, сейчас то же самое, если там я остался бы работать в Москве, ой, в Самаре, я бы явно ощущал разницу с зарплатой в Москве, но вряд ли по Самаре. То есть тут зависит от того, с кем сравнивать, вот так. Часто очень студенты спрашивают у меня, студенты из регионов, посоветуйте, что нам, как нам быть, оставаться в региональном вузе и заканчивать там бакалавра и магистра, или пытаться попасть в Московский университет. Ты бы как посоветовал? Ам, м, Вообще мне нравится пословица: "Где родился, там и сгодился", конечно же. Но, если у тебя есть амбиции делать большие проекты, большие продукты и большой ресерч, то, конечно, надо двигаться туда, где он ближе. Ну, то есть просто обычное, вот знаешь, на Евклидово расстояние до центра. Вот, чем оно меньше, тем ты просто ближе в радиусе того, где, вертятся руководители команд исследовательских, да. Конечно же, там даже я и оставляя там связи с Самарским университетом, я далеко не всегда имею возможность там с ребятами пообщаться. И они тоже не всегда-то особо выходят на связь. Выходят на связь ребята, которые получили бакалавра, например, в Самаре, уехали в магистратуру там в ИТМО, скажем, или там в Сколтех, и вот тут они находят связь со мной, да, и тут мы вот с ними общаемся. Хотя формально им ничто не мешало бы то же самое сделать оттуда. Ну, то есть это какой-то блокер, который, я не знаю, может быть, на уровне вузов это ставят, что типа вот вы вот тут учитесь, все, вы вот должны тут нам помогать. То есть, может быть, здесь еще какая-то работает информполитика такая, которая, ребятам не предлагает, что ли, такой возможности или, может быть, говорит, что: это не решение, вы и тут там нормально все сделаете". Не знаю. Сложно сказать однозначно, но кажется, что нет никаких, м, скажем так, на уровне образования и собеседуемых ребят я не нахожу разницы большой, существенной, отличающей ребят в регионах от ребят там из московских вузов. Они все плюс-минус на одном уровне. Вопрос решает только мотивация. Вот люди, которые приходят с мотивацией, но с чуть-чуть отстающими хардскиллами, они для меня представляют больше интерес, чем люди, которые там победители какой-нибудь там олимпиады, но при этом у них могут быть софты пониже, они могут быть такие уже немножко с гонором, там, с какой-то претензией. Вот с такими работать обычно даже труднее. А вот ребята замотивированные, молодые, с горящими глазами, у которых, есть как бы желание принести пользу, и они еще не, слишком, м, задавлены, что ли, вот этими вот амбициями внутренними. С ними хорошо.
А если подумать об этом эвклидовом расстоянии немножко дальше, вот вы берете стажеров, они учатся у вас, они пишут статью качественную, отправляете на конференцию, вы летите на эту конференцию куда-нибудь в Майами, а я вижу, что вы, будучи подписанным на ваш телеграм-канал Айри, я вижу, что вы прям по всему миру отправляете своих стажеров, и не только стажеров, своих ученых. И там расстояние еще больше сокращается. Там OpenAI уже ближе, там уже и мета запрещенная ближе. И там им могут сделать предложения, от которых им будет трудно отказаться, потому что там будет, видимо, и условия, может быть, лучше, и денег могут предложить больше. Вопрос, случается ли такое? Не опасаетесь ли вы такого? Боретесь ли вы с таким моментом, возможностью с такой? Мгм. Бороться точно нет, опасаться нет. Я думаю, что, а, во-первых, объективно мы не отстаем от них по вот именно интеллектуальной мысли. Мы с ними абсолютно вот на одном языке говорим. Нету никакой разницы. Если хочется человеку именно поехать, сменить образ жизни, сменить, культуру, сменить, а, я не знаю, менталитет. Может быть, там менталитет где-то там у человека может быть ближе. Но я никогда людей не удерживал вот в этом смысле. То есть если человек хочет, ты его если удержишь сейчас, он уйдет чуть позже. Ну, то есть надо идти от того, что человек что двигает человеком вот в этом, в принятии такого решения. Поэтому на моей памяти, вот за всю историю, сколько мы ездим на конференцию, ни один человек не уехал туда по результатам конференции. Ни разу. На ребят выходили, которые работают здесь, которые контрибьютят в open source, которых находят там на "Гитхабе", они выходили на там ребят именно вот по удаленке, да, то есть просто по коммуникации по ВКС. И там пара-тройка человек в свое время уезжали именно вот по, такой коммуникации. То есть здесь поездка на конференцию нет. Вообще, знаешь, я скажу так, поездка на конференцию — это, как правило, там есть, конечно, HR, которые стоят там на крупных стендах, там у "Гугла", там у кого еще? Да, ну, в принципе, там ByteDance китайский и так далее, Alibaba. Но там нету такого жесткого хантинга. То есть тебе рассказывают, показывают: "Вот смотрите видеочек, пожалуйста, приходите на стажировку туда-сюда". Но нет такого, чтобы там люди ходили и прям жестко кого-то хантили. Скорее, ребята рассматривают эту среду как способ найти себе партнера для того, чтобы там заколлабиться, сделать какой-то совместный продукт. Потому что совместно он всегда ценится интереснее. Потому что когда ты попадаешь в компанию, да, ты становишься частью вот этой вот ячейки новой, да. А когда ты с ними совместно что-то делаешь, то вы уже все-таки на одном уровне. То есть ты уже не подчиненный где-то там внутри вот этой вот ячейки, а ты уже с ними на одной волне. То есть вы уже с ними как партнеры выступаете. И найти интересного партнера и крутую коллаборацию — это, наверное, там ребятами в большинстве своем движет даже больше, чем вот именно найти, рабочий лес. Потому что формально ничто не мешает им сейчас там зайти на, условно, сайт, OpenAI, найти там careers, перейти там в какую-нибудь вакансию и подать туда. А скажи, с тобой связываются из-за границы? Ты все-таки не стажер, у тебя и публикаций много, ты, в общем-то, вполне известный Да, ученый в этой области. да, Бывает пишут такое, да? регулярно, да. То есть, ну, наверное, ну, раз в месяц точно бывает, что откуда-то пишут. Или с предложением там консалтинг какой-нибудь оказать, или с предложением там, помочь с, раскаткой AI-направления в какой-нибудь там, тоже а-ля там стартап-компании. Крупные компании в основном на конференциях пытаются каким-то образом там общаться, но в основном это тоже с прицелом на взаимодействие, то есть на коллаборацию. Ну, не сказать, что это прям жесткий хантинг, но предлагают, да. А Такое если бывает. OpenAI тебя завтра позовет, пойдешь? М. Не Нет, пойдешь? нет, мне слишком много уже комфортных вещей, которые меня здесь вполне устраивают. Здесь есть команда, которая мне нравится, которую я развиваю, да. Она там вот, недавно была там у нас отчетная сессия, и я посчитал, она увеличилась там больше, чем в 4 раза за год. То есть это совершенно другой уровень ответственности. То есть я не существую уже в мире как одна унитарная единица. Я несу Мгм. ответственность уже, по сути, за команду, которую я при всем желании, даже если мне там предложат x10 денег, я брошу и там побегу за какими-то финансами. То есть здесь вопрос, того, в какой ты для себя, ам,
зоне комфорта находишься, да. Вот я считаю, что я нахожусь в зоне комфорта. И нет смысла выходить из нее, потому что она даже при изменении финансового состояния может нарушиться, а это хуже. Так, еще один личный вопрос. Ты ведешь Да. телеграм-канал, который вполне успешный, и у него несколько тысяч, по-моему, 6 000 недавно было подписчиков. Зачем тебе это? Для чего ты это делаешь? Я люблю заниматься научной популяризацией. И я как бы всегда вот эту вот идею придерживался. Мне нравится ходить и рассказывать на абсолютно разные целевой аудитории, что мы делаем, разными словами. Где-то рассказать там более техничным языком, техническим, да, где-то больше рассказать чуть попроще, но чтобы стало понятно. Мне нравится популяризация. То есть я считаю, что научные исследования, они должны быть, доступны всем и каждому. То есть каждый должен быть и становиться частичкой вот этого мира исследований и понимать его, да, чтобы, там, школьник в школе мог рассказать там, что такие модели существуют и как они работают даже на простом языке. Чтобы специалист мог послушать и подумать: "О, блин, а вот тут интересно, интересный подход, вот есть идеи, как его, например, улучшить", да, чтобы вызывать какие-то, инсайты в людях, чтобы они пытались их, доносить, там, додумывать, может быть, там идеи какие-то новые предлагать, придумывать. Также это хороший способ искать коллаборации. Вот, ну и еще прекрасный способ искать новых сотрудников, потому что все-таки, когда следят, смотрят, как развивается команда, это отличный такой стартовый поинт для того, чтобы а, найти, найти себе, вот как ты спрашивал, найти себе команду и найти себе место для исследований. Все-таки вопрос для себя не ответил. Трудно к вам в команду попасть? Ты рассказал про стажировки, рассказал о том, как замечательно у вас в команде, но человеку со стороны он должен понимать, что это будет серьезный отбор, или вы берете многих? Это серьезный отбор. Да, ну то есть у нас получается А, человек 5-6 бывает на место. То есть у нас не так, чтобы много свободных вакансий, но они очень быстро заполняются, и те, кто остаются, они формируют очередь. И мы вот как бы ребят пытаемся поддерживать, пытаемся с ними как бы держаться на связи для того, чтобы когда у нас появятся свободные вакантные места, мы могли бы их взять. То есть даже те, кто уже прошли отбор, они периодически бывает, что формируют некоторый бэклог, что ли, людей, которые хотят попасть. Ну, да, это непросто, но деваться некуда. Эт Мы не резиновые, скажем так, да. Но вас не так много, я думаю, я видел по фотографиям суммарных, вас, может быть, до сотни Ну, человек, наверное, да, в Айре? в Айре Да. 240, по-моему, сейчас. Уже Да, немало. вот. И у вас Ну только в Москве вы, да, офис? да, да. Ну, вот у меня А вы не лаборатория знаете, 40 не четыре знаешь, человека. планируете в какие другие города там в перспективе? Нет такой планов Слушай, таких? ну, периодически бывали какие-то такие разговоры, но Мгм. я не помню, чтобы это приводило к чему-то вот фактическому, да. Вроде Мгм. бы вроде потребности такой в итоге не возникло. И удаленно вы тоже не работаете с людьми? По России это возможно. Возможно, да? Да, по России как бы удаленно вполне нормально. Мгм. М. Ну и давай последний, хотел бы спросить про преподавание. Ты же все равно продолжаешь преподавать, будучи сотрудником, да, исследователем. И тебе это нравится или это какая-то обязанность, которая тебя руководство на тебя возложило? Мне нравится, потому что это опять-таки челлендж. Вот 2 курса, которые я читал за свою историю, я их оба ставил с нуля. При этом Мгм. первый курс был в Самарском университете, сейчас я его уже не читаю. Он был, посвящен разработке технологий проектирования защищенных распределенных приложений, то есть он был больше про IT-мир такой, да. Мгм. И вот в этом году я в Сколтехе первый раз поставил с нуля курс, "Современные методы генеративного ИИ", собрав туда, в принципе, квинтэссенцию того, что делается в лаборатории. Мгм. Это интересно. Интересно давать людям, м, информацию, скажем так, с переднего края, да, то есть то, чем мы занимаемся, сразу делиться экспертизой, и это отчасти сокращает дельту для входа новых ребят в команду, потому что они понимают, чем люди занимаются, как они работают, как они структурируют информацию, какие направления есть внутри. Ну и в то же время м, интересно взаимодействовать с ребятами, интересно общаться с толковыми студентами, где-то им помогать, потому что я всегда считаю так, что если я, там
ответил кому-то на вопрос, да, помог с выбором в чем-то. Это значит, что я, в принципе, оставил, надеюсь, какой-то положительный вклад в его вот этой вот цепочке карьерного роста. Поэтому я всегда стараюсь как бы свою экспертизу шарить и радуюсь, если она оказывается полезной ребятам. А как думаешь, это, должно быть, должно входить в задачи исследователя преподавания или вполне можно быть ресерчером и никакого отношения к высшему образованию не иметь? Но я думаю, тимлиды точно должны учиться шарить информацию и делиться ею. А рядовой исследователь, который только учится и набирается опыта, наверное, не обязательно. Но в какой-то момент можно пробовать участвовать в семинарной работе, в какой-то практической работе для того, чтобы развивать в себе навык вот этой вот коммуникации и работы с ребятами-джунами, потому что они же, по большому счету, как бы начинающие исследователи. И вот эта передача экспертизы, она так или иначе должна наследоваться, да, от старшего уровня младшему. Это хорошая практика. Плюс работа на разные типы целевой аудитории. Когда ты, с одной стороны, привык работать в команде, общаться на одном языке, попробуй выйти на другую аудиторию, рассказать это на другом языке. Обычно это помогает лучше структурировать даже то, что ты уже знаешь. Ну и напоследок, давай дадим какой-то call to action нашим слушателям. Что ты от них хочешь? Ну, по минимуму они должны подписаться на твой канал, но, может быть, что-то еще, прийти на стажировку. Дай какую-то рекламу. Я буду рад, если ребята, послушав наш с тобой диалог, наверное, смогут кто-то избавиться от своих лишних страхов, потому что страшного там в попадании, в попытках попасть в команду ничего нет. Это всегда отличный опыт. Не бояться писать и выходить первыми, если ты хочешь пообщаться и обсудить какую-то идею. Мой контакт есть там и в телеге, и просто в канале он, да, присутствует. В целом не бояться вызовов, не думать о том, что есть какие-то ограничения, потому что как только ограничения возникают, они тебе не дают развиваться. Все эти проблемы там с вычислительными мощностями, с данными, они, конечно, есть, но это не единственный блокер, который возникает в исследовательском процессе. Не все на этом строится. И мы вот эти вот переходные процессы от хардовых решений к софтовым уже много раз проходили. Э, в общем, хочется мотивировать, оставить вот эти страхи в 24 году, и в 25-м обязательно попробовать прийти, пообщаться, покоммуницировать, может быть, написать вместе какую-то статью. Ну и в целом исследование — это же всегда риск. Всегда надо учиться рисковать и не бояться, не бояться плохих экспериментов, плохих результатов, потому что меня всегда учили в университете. Отрицательный результат — это тоже результат. Спасибо большое. Спасибо, Надеюсь, это Егор. многим поможет. Спасибо тебе, что пришел. Спасибо. Пока-пока. Хорошего дня. Пока.